Семейное счастье — это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или Черт побери. автомобилем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за 3 дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса, машина едет. Мы едем. Что за знак? Уже на 4-й день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты! И лучшая из 2 учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятве и в горе, и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? Научи жену рулить, как научишь, сможешь пить. Первые герои нашей программы — семья Копылец. Ирина, Николай и маленькая дочурка Катя. Меня зовут Николай, мне 39 лет. Всю жизнь я мечтал стать артистом, музыкантом. Но жизнь сложилась по-другому. Нужно было кормить семью, и пришлось работать там, где платят деньги. И пока Николай обеспечивает семью материальными благами, о домашнем уюте заботится его супруга Ирина. Сейчас мне 37 лет, и последние 7 лет я посвятила себя полностью мужу и дочери. Я чувствую, что Коля меньше уделяет мне внимания, не те у нас ощущения, не те у нас чувства. Чаще всего либо у нас машина, либо работа. С детства я мечтаю о руле. Коля не верит в то, что я смогу научиться водить машину. Меня очень расстраивает, что он не верит в меня. Мне машина нужна для того, чтобы быть более свободной, не зависеть от мужа. В любой момент, чтобы поехать с ребенком на всякие кружки. Это наш автомобильчик. Мы его в семье Ластова называем Мотя. Ну, как-то стрёмно мне доверять новую машину с салона жене. Если Ира научится водить машину, это меня очень удивит. Это будет как гром среди ясного неба. Зря ты мне не веришь. Я тебе докажу, что я научусь водить машину. А это соперники Иры и Коли. Бесстрашные, веселые, авантюрные Юра и Лена. Всем привет, меня зовут Юра, мне 31 год. С детства автомобили были моей страстью. Просто в народе меня зовут Маш. Я был бородатый, отчаянный, рисковый парень. И мне казалось, так будет всегда. Потом я встретил ее, свою супругу, мою любимую Леночку. Я Лена, мне 27 лет, и в жизни я умею делать все. Единственное, что у меня не получилось, так это приручить авто. В юности у моего папы были попытки научить меня водить авто, но не его авто, а купить мне Запорожец, на котором я буду рассекать по ночному городу. Но я никак не могла себя представить за рулем такого автомобиля. Мне почему-то хотелось что-нибудь классом выше. Учиться водить Лена будет на семейном автомобиле с гордым названием «Каддислав Тарасович». Это наш дом маленький на колесах, наша косметичка, наше все. Я хочу научить Леночку водить, чтобы Леночка в длинных путешествиях подменяла меня за рулем. Юра пробовал, пытался научить меня водить. И Юра начинает вдаваться в подробности, а вот коробка передач, а Ну, там это что-то важно. сцепление. Ну, я уже думаю о том, что скорее это все закончилось, потому что я люблю от теории переходить скорее к практике. Я надеюсь, что у Юры хватит терпения научить меня водить автомобиль, а еще больше надеюсь, что у меня хватит терпения это пережить. Всем привет! Меня зовут Денис Косяков, А меня Валерий Шевелев. и вы на шоу «Научи жену рулить». Актер, шоумен, сценарист и телеведущий. Да-да-да, это все я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для ночных кошмаров. Итак, запомните, если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелев. Профессиональный автогонщик, чемпион, инструктор по экстремальному вождению и просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете.
Запомнить обо мне вам нужно лишь две вещи. Во-первых, ваша победа всецело в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слезы. А это наши участники. Николай и Ирина, и Елена и Юрий. И эти аплодисменты вам, дорогие мужчины, за ваш предстоящий подвиг. Ведь вам предстоит научить ваших жен рулить за 3 дня. На 4-й день экзамен у них будет принимать наш строгий инструктор Валера. Я хоть и строгий, но справедливый. Ира, Лена, хочу вам напомнить, что оценивать я буду не только вас, но и ваших мужей. Правильно, как говорится, по ученику учителя судят. И от моего пристального взгляда не уйдут ничьи ошибки. И самое главное, победитель нашего шоу получит главный приз 65 000 рублей. Вы получите планшеты, на которые будут приходить ежедневные задания. Там же будут загружены правила дорожного движения, которые вам, барышни, лучше бы выучить наизусть. Вы готовы? Да! Ни гвоздя, ни жезла. Поехали! Мы уже познакомились с Ирой и Колей, и они такие уравновешенные и спокойные, как затаившаяся анаконда, которая готовится к броску. Я чувствую конкуренцию со стороны нашей пары конкурентов. Для того, чтобы выиграть, я постараюсь все свои знания передать Ире. Выиграем однозначно мы, вариантов других нету. И по традиции впервые жены сядут за руль на автодроме. Перед Николаем и Юрой задача стоит непростая. Их избранницы должны за день научиться не только ездить вперед и назад, а еще и маневры выполнять. В гараж попробовать заехать и даже эстакаду покорить. Нажми на педаль тормоза. Где она? Окей, извини. 3 педали. Давай слева направо, хорошо? Левая педаль – это педаль сцепления. Нажимаешь левой ногой на сцепление полностью. А, что он так жужжит? Все нормально. Где педаль тормоза? В центре. Вот это вот балумба тебя не смущает? Балумба? Это что? Похоже, у каждого мужа своя автомобильная терминология. Первая передача используется для трогания. Потрогала. Знаешь, Валер, мы с женой уже вместе 14 лет, поэтому первую передачу мы обычно пропускаем. Первую передачу врубаешь, добавляешь газу. Давай. Вот. Отпускай педальку. Придержи педальку. Нажми на педальку. Ё-моё! Блин, сейчас точно наедем. Тормози. Кажется, эти дамочки хотят пополнить статистику вечно глохнущих женщин за рулем. Первое это уже удалось. Да ё-моё! Итак, обе пары попали в статистику. Одновременно газ и одновременно сцепление. Давай. Фу, не так это все легко. Я ожидала, что он будет больше мне объяснять, что зачем идет и как это делать. Больше газа. О, был страх, что она вообще поедет куда-то в стену и не остановится. О. Коля такой перепуганный был впервые, так он вообще-то очень спокойный. Вот это? Налево. Да, налево. Да вот тут же, разве? Ты второго человека сбил, третьего. Как его выключить? Пока Ира изучает, как работают дворники в машине, Юра принимает серьезное мужское решение. Пробует научить Лену заезжать в гараж. Вот попробуй попу вставить между этими колесами или между штуками. Ты меня заводишь в гараж неправильно, потому что в левое зеркало я вижу до хрена места, справа... Так я ж тебе говорю, по центру. Поставь машинку по центру. Чуть-чуть. Выезжай. Хорошо. Накалились страсти к тому моменту. Точка кипения, она была уже близко. Стоп, достаточно. Педаль вот в пол. теперь я вижу более-менее... Ну так а почему ты машину сразу так не поставила? Потому что ты мне чуть-чуть. Получилось. Нефиг мне тут рассказывать. Фееричный заезд Лены в гараж весьма воодушевил Юру. И он решил, что жена уже вполне готова покорить эстакаду. Объясни так, чтобы понял самый тупой человек. Правую ногу на правую педаль, левую вверх забираю.
Ох, это максимальная атака. Я весь мокрый, потный. Он переживает из-за того, что они чуть не погибли, а она переживает из-за того, как она выглядит. Просто женщинам 3 зеркала в автомобиле необходимо для того, чтобы хорошо выглядеть, а мужчинам, чтобы хорошо управлять автомобилем. Зависть и жажда победы толкают Иру на отчаянный поступок. Она вслед за конкурентами едет на эстакаду. Газу, 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 газу. Стоп. Оп. Что дальше? Рассказывай. Больше всего я боялся, что она сейчас газанет и съедет с этой эстакады, и машина перевернется. О, отпускай теперь ручник, отпускай ручник! Он не нажимается. Да не нажимается вообще она. Вот он у нас как вот стоит, так и стоит. Ты ж, ну не можешь кнопочку нажать. Ну не могу, вот. Больше газ, давай, 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 давай! Вперед! Фу. Слишком много газа, ну это... Это значит, что обучение на сегодня пора заканчивать, а то Коля совсем лишится дара речи. Я весь мокрый, я вам так скажу. Это стоило мне огромных нервов. Руки трусятся, нога левая, по-моему, вообще не имела. Ну да, мы... Я до сих пор не понимаю, извините, нафиг это сцепление надо. Коробка автомат. Кнопка жать, кнопка ехать. Нафиг то сцепление. Это самая основная проблема у девушек за рулем. Педалей больше, чем ног. Капец какой-то. Такое состояние. Я считаю, что Ира нам на 50% справилась. Ну хотя бы уже трогается и не глохнет. Кто, как учитель, тебе кажется лучше, Юра или Коля? Ты хотел спросить, кто хуже? Потому что лучшего у нас нет. Ну, у них же есть отличия. Один боится, другой потеет. Я весь мокрый, потный. Это их суперспособность. Смотрите далее. Опять не то нажала. Передача какая была? Хреновая передача. Мне вот очень хотелось Юре выключить звук. Тебе важнее она или я? Она на него наорала, избила и ржет. Ты ведешь себя отвратительно. Закрой рот. Чего только не придумывают наши мужчины, чтобы доступнее объяснить своим женам азбуку вождения. Коля мелом на асфальте, а Юра пальцем на стекле. Как говорится, в обучении все методы хороши. Что было сегодня на полигоне, я завтра видеть не хочу. А он не нажимается. Так. Видишь, только такие вот большие глаза, трясущиеся руки, и все, и на этом дело закончилось. Я знаю, что есть какие-то перекрестки, какие-то там. Покажи мне пример. Сейчас я нарисую тебе. Вот перекресток. Хорошо, если едет машина. Мне надо пропускать. Правило правой стороны. То есть прав тот, кто справа. Ира, правил очень много. Я сомневаюсь, что ты выучишь все их до завтра, но хотя бы основные ты должна знать на зубок. Я понимаю. Про главную дорогу, уступи дорогу, ты помнишь? Треугольник и ромбик. Красный, желтый. Так, а что из них что? Лена, Еще раз. давай тогда разберем ситуацию с обгоном. Все перестроения мы делаем с педалью газа. А я думала, с поворотником. Ну, это само собой. Вот у нас разделительная полоса. Эту полосу можно пересекать. Если она сплошная, то ее пересекать нельзя. Вот здесь автомобиль находится. Тебе нужно выйти на обгон. Ты включаешь левый поворотник, поворачиваешь руль налево и выходишь на обгон. Вот это вот будет обгон. А где в данной ситуации у нас разделительная полоса? Вот, прерывисто. А вот если навстречу едут? Вернуться на место. А как я это почувствую? В смысле, как Ну ты вот, почувствуешь? как я Как ты почувствуешь, идет кто-то навстречу? Как я пойму расстояние? Если перед тобой любая машина в поле твоего зрения, не выполняй маневр. Все, на этом точка. Юрка, выше нос. Сегодня катаем по городу. Готов? Еще бы. Мне было безумно страшно. Сегодня наших участников ждут большие дороги. Ира и Лена впервые выйдут в город. Ну что ж, остается только надеяться, что вечерние наставления мужей им помогут. Добрый день, Лена и Юра. Сегодня мы продолжаем обучение в городе, но перед тем, как тронуться с места, я должен проверить Лену на знание правил дорожного движения. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком? Остановиться. Или внимание. Хорошо. Он призывает участников дорожного движения остановиться.
Что должно иметь для вас решающее значение при выборе скорости движения в темное время суток? Видимость и указание знаков. Если водитель находится в черте города, не превышать максимальную скорость. Коля, для тебя тоже есть задание. Проследи за тем, чтобы Ира дала определение каждому дорожному знаку на дороге. Попробуй. Зачем говорить поворотник? Ну, как Да блин, я поняла. Я путаю. ты собираешься путать поворотники на моей машине? Не на твоей машине, а на нашей машине. Ты знаешь, по-моему, Коля только делает вид, что он переживает за наш автомобиль. Мне кажется, по-настоящему он будет переживать завтра. Я больше скажу, он и за жену переживает меньше, чем за свою Мотю. Потому что с женой можно развестись, найти новую, а Мотя она одна. Вот знак висит красненький. Скорость 40. Скорость 40, а у меня 50. Ну, ограничивай немножко, мне поменьше. Вот опять синий знак над главной дорогой. Что означает? А я не знаю. Разгони машину. Куда разгони машину? Вперед. Зебра? Ну, тут же никого нету на зебре. Поехали. Ой, у нас впереди неработающий светофор. Поехали. Ну, едем Я- прямо. У нас главная дорога, Лена. Едем. Дети. Внимание, дети, классно. Но мы пока едем. Бывает кнопка на пульте «Выключить звук». Мне вот очень хотелось. Юря, выключить звук. Какой знак перед тобой? Ну я не помню, как-то, что могут перебегать дорогу. Как-то так. Приближение к пешеходному нерегулируемому нет, переходу. То, что... Да? Ну, ладно. Ты знаешь, я экзамены в школе также сдавал. Если я не знал правильного ответа, я просто соглашался с учителем. Если съезжаешь, смотри сначала, свободна ли та полоса. Хорошо. А, свободно. Ты можешь проехать, уступив Я всем могу дорогу. проехать, но Можешь. я здесь проеду. Проедешь. Я отстала. Проедешь. Заводи. Заводи. Спокойно. Лен, расслабься. Не надо мне рассказывать, что мне делать. 2 секунды, дай мне собраться, я все сделаю. Похоже, Лена далеко не уехала. Заглохла. Опять не нажала. Передача какая была? Хреновая передача. Почему хреновая передача? Потому что ты орешь. А что такое хреновая Ну передача? как, есть первая, вторая, задняя, нейтральная, хреновая. Где она находится на ручке? В отечественных автомобилях везде. Поехали, по чуть-чуть, поехали. Лена, поехали, это поехали. Бесило то, что когда я что-то Лене говорил, она, мол, типа, не надо, не рассказывай мне, я сама знаю, что мне сделать, и при этом не делала. Давай. Ты заглохла. Спокуха. Еще раз, начинай. Ну, говори тогда, Коля, пожалуйста. Так ты же все знаешь. Я сейчас стану вообще и выйду, если будет на меня кричать. Ух ты, ничего себе. Но это угроза. Если ты будешь на меня кричать, так он не кричал на нее. Все. Нет, не все. Давай, начинай. Не хочу. Что значит не хочу? Хочу я все. Едь, поехали. Поехали. Мне плохо, меня тошнит. В этот момент я не узнавал. Я считал, что не было такого повода, чтобы так истерить. Ты ведешь себя отвратительно. Закрой рот. Боль и унижение сегодня ждет Николая дома вечером. Ой, как говорит Ира, закрой рот. Нет. Чего? Давай. А какой знак видишь? Я вообще ничего уже не вижу. Никакие знаки, потому что я слежу за дорогой. Что за вирус косит наших девушек за рулем? Ира ничего не видит, и у Лены проблемы со зрением начались. Я ничего не вижу из-за тебя. Что мне сделать, мне выйти из машины или что? Я был на грани. Левее. Левее — это левее, Лена. Левее — это одно понятие. Левее. Нам зеленый свет, поворачивай налево. Хватит уже на меня орать. Лена, я на тебя не ру, я тебе говорю, что делать. Ты спокойно веди себя. Мне стало как-то обидно, что мой мужчина так вот себя ведет и даже не попросил прощения. Паркуйся, паркуйся. Нету. Повтори еще 10 Паркуйся! Да паркуйся! Стыдно, что люди увидят то, как он на меня кричит. Для меня самое сложное было не выйти из машины, когда Лена настойчиво на этом настаивала. Что мне сделать, не выйти из машины или что? Я с тобой не согласна. Я считаю, что абсолютно я не тупила. В многих ситуациях было сложно. Юра и Лена обучение на сегодня уже завершили. А вот Коля и Ира все еще на нервах. Включай первую.
Не Не хочет. четвертую, а первую. Я знаю, какая функция в автомобиле необходима для Коли. Катапультация. Не едь, не едь, не едь. Так едь или не едь? Сюда, давай. Стоп. Что случилось? Мне воняет. Сцепление, говоришь, не бензином воняет. Ну, это воняет сцепление, потому что ты постоянно на него держишь. Я кричал, потому что была ситуация, когда нужно было крикнуть, чтобы дошло. Я бы хотела, чтобы Коля вышел. Ну не мог такой насыщенный день Иры и Коли закончиться обычно. Я не знаю, как мы завтра будем ездить, потому что ты мне постоянно мешал. Постоянно на меня кричал. Ну как не кричать? Ты на меня практически никогда не кричишь. А сейчас ты на меня кричал так, что я могла бросить все педали, остановиться и вообще выйти. Истерика Иры напугала Колю, и он решил ее задобрить. Солененькая только немножко. Ну, пойдет. Интересно, а Юра тоже решил чем-то задобрить Леночку? Привет, полношники. Сейчас уже без 5:15. Мои уже все дрыхнут. Сзади вообще-то вкусная сладкая попа. И Юлочка, собственной персоной. Я, а видите, все еще продолжаю учить правила. Ну что, Юра и Коля, этот день настал. Уже через несколько минут ваши жены сядут за руль семейных авто. Только понежнее, это же наш член семьи. Люби его. Смотри только, чтобы мне ничего не случилось, я тебя умоляю. Угу. Я тебя еще обгоню, ты увидишь. Заводи, малышка. Нет сил. И меня как-то я выжата эмоционально очень сильно. Все будет нормально. В зеркало. Лен, смотри в зеркало, пожалуйста, когда ты выезжаешь. В зеркало. Я не понимала, что я делаю не так. Велосипедистов нет. Давай договоримся, что ты не задаешь конченых тупых вопросов. Я не вижу в зеркало ни хрена. Лен, как я могу тебе ответить? Нервы Юры шалят уже с первой минуты. Любимый автомобиль постепенно превращается в камеру пыток для своего хозяина. Ты за рулем. Я могу тебя с правой стороны, но сзади Вот я с правой не вижу. стороны смотри, говори, Хорошо. есть или нету. В зеркало не смотри, смотри направо. Хорошо. И Юра постоянно. Вот это меня очень сильно раздражало. Велосипедист. Стой, стой. Машина уходит влево. У нас непредвиденная ситуация, с которой Лена не готова пока справиться. Вот за этот момент я переживал очень сильно. Поехали. Поехали. Юра, уже будучи на гребне волны своих эмоций, очень сильно накалял ситуацию. Я решила отплатить ему той же монетой, повысить голос на него. Поехали, Лен. Не кричи! Я не кричу, ты кричишь. Я слышу, 10 раз повторять не надо. Юра и Лена уже вовсю рассекают по городу. А вот Ира пока в эйфории. Наслаждается долгожданным моментом. Она и за рулем их автомобиля. Я тебе докажу, что я научусь водить машину. Я тут нам талисманчика такого сшила. Пускай он нас бережет. Она сшила сама? Зажигание ты выключаешь только после того, как мотор... Я тебя слышу. Ты заметил, он заикается? На нашем автомобиле он не заикался, а на своем автомобиле он заикается. Я тебя слышу. Поехали. Поехали. Так. Та-да-да-дам, Турун-тун-тун-тун. Турун-тун-тун. Приехали. Я не мог никак предположить, что можно просто ехать в дерево и не тормозить. Почему ты не остановилась? Потому что! Ну как ехать в дерево? Потому что! Ты что, на тормоз не могла нажать? А ты пожалеть меня можешь или нет? Или тебе все равно? Я не люблю женских слез. 90% случаев они как бы надуманы, наиграны. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Или Мотю только любишь?
Тебе важнее она или я? Как он себя ведет по жизни, так он вел себя и в этой ситуации. То, что неправильно где-то выбран человек по жизни, этот вопрос стоит постоянно. Тебе я за руль точно не сяду. Все. Похоже, дальнейшее участие Иры и Коли в проекте под большим вопросом. Тем временем Лена и Юра, не подозревая о сложностях конкурентов, спокойно читают свое первое задание. Добрый день, Юра и Лена. У ближайшего зоомагазина вам нужно забрать посылку и доставить по указанному адресу. Авария была не сильная, не серьезная. Ехать можно. Мы должны дойти до финала. Денис, смотри, Коля вернулся. Наверное, приз очень хочет. На самом деле мы ему просто объяснили, что ремонт машины мы берем на себя. Ира и Коля. У ближайшего торгового центра вам нужно забрать посылку и доставить ее на праздник. Поехали. Ты только куда едешь? Ой, блин. Я уже все навыки у меня куда-то ушли. Давай. Да, зачем да. на первую перестраивайся на вторую? Так ты говори. Вот теперь совершенно разбитая аварией Ира за рулем разбитой машины, похоже, готова наконец слушать советы мужа. Ой, блин. Тем временем Лена с Юрой уже готовы забрать посылку. Тяжело. Обалдеть. Конкурс мокрых трусиков начинается сейчас. Когда я сел с аквариумом, конечно, мне было достаточно страшно. Но мысленно я очень крепко держал руль. Поехали. Хоть и с опозданием, но на задание приехали и Коля с Ирой. Наш сюрприз довел Иру до истерического смеха. Видимо, это нервное от пережитого стресса. Кошмар. Ты обратил внимание, что наш торт могут съесть и не довести до места предназначения? Юра и рыба теперь в руках Лены. Левый ряд. Лен, у тебя есть зеркало, не смотри назад. Хочу смотреть, мне так удобней. Лен, рули, пожалуйста. Едь прямо. Я не понимаю. Прямо. Не направо, прямо. Левее чуть-чуть рулем, левее рулем. То, что я говорил, на нее как-то нервно действовало. И это выводило из себя. Надо перестроиться. Не видно. Что они творят-то? Они доедают наш торт. Где шарики? Ты в зеркало смотри, какие шарики. Я смотрю уже в зеркало. Я Поворот хотела так включай. посмотреть. А ты меня любишь? Что это за знак? А Ты меня любишь? Давай об этом поговорим. Сейчас не время. Не отвечал на такие вопросы. Это было, в принципе, неуместно в тот момент отвлекаться на какие-то другие темы. Ты должна пропустить встречу. А я не... И не кричи. А куда? Куда? Что ты делаешь? Ты не включила передачу. Ну так помоги мне ее включить. Ух, ничего себе! Ты понял? Вот это молодец! Блин, Коля, смотри на дорогу. Поворотник включи. Передачу вырубай. Посмотри на его взгляд. Посмотри на его взгляд. Она на него наорала, избила и ржет. Я так Вадим. хотела тебя убить. У Иры и Коли очередные семейные разборки, а у Лены и Юры очередное задание. Лена и Юра, вы отлично справились с заданием. Поэтому этот аквариум с рыбкой достается вам в подарок. Спасибо. Дружочек, теперь вы жить с Ты нами. теперь наш. А теперь следующее задание. С этого момента Лена будет ехать домой самостоятельно. Юра, за каждую подсказку жене ваша пара будет оштрафована на 6500 рублей в случае вашего выигрыша. Предлагаю в прямом смысле слова набрать в рот воды. Когда я получила задание ехать домой сама, без Юриных подсказок, я реально ощутила облегчение. Смотрите далее.
Слушайте, если я начну петь, будет хуже. Я хотела сказать, что вы меня выводите немножечко из себя. Просто очень эмоционально сейчас. Ты чуть не снесла велосипедиста. Побеждает пара, которая много пережила за эти 3 дня. Юра, держись. Капец, как стрёмно. Тихо, не мешай мне. Так, ты стой. Так, здесь надо взять, мне кажется, вправо. Еще правее? Нет, не молчи. В рот. Я говорил, молния красивая. Вообще не говори. Хорошо. Я буду говорить. Я буду Хорошо. петь. Если я начну петь, будет хуже. Да. А можно я пешком пойду? Сиди, молчи. Шорты уже воду не впитывают, Хорошо, вода хорошо. просто держится. Ничего страшного. Ты уже весь мокрый, тебе уже все равно. Главное, чтобы рыба не выпала. Да. Блин, вот я дура. Надо было смотреть, как ты паркуешься. Я тебе скажу так. Ничего не говори мне. Да, мы жадные. Машин нету, только вот кусок подъезда снесем. Ну, так и будет. Берегись! Заглохла! Я отпускаю педаль сцепления. Машина завибрировала, перевожу ноги на газ. И заезжаю, мать его, в этот сраный подъезд. Рыбку крепче держи. Держу. У меня как будто бы сердце пятки ушло, вот живот вниз опустился. Психологически рожать намного легче, чем водить автомобиль, поэтому, девушки, рожайте. Темнело. Но Ира, видимо, вошла в роль водителя и хочет этой ролью насладиться. Поэтому едет со скоростью 20 метров в час. Ну, приблизительно такая же скорость у улиток. Еще задание? С этого момента Ира будет ехать домой самостоятельно. Коля, за каждую подсказку жене ваша пара будет оштрафована на 6500 рублей в случае вашего выигрыша. Так нечестно. Ты уверена в своих силах? Я поняла. Я не вижу ничего. Все, я поняла. Молчи, молчи. Вопрос в моих глазах, Ира, куда ты едешь, был на протяжении всего движения. Но я выкрутилась. Ну скажи да. Да. Молчи. Молчи. Я не подсказывал, потому что, да, конечно, хотелось выиграть побольше сумму. Полный шок и состояние прострации. На этой мокрой ноте день Иры и Коли был закончен. А вот пара конкурентов опять не сомкнула глаз. Представляешь себе, да? От Каримата до Бродки это габарит автомобиля. Машина стоит, да, вот там, где ты стоишь. Тебе нужно запарковаться вот от Каримата до вот этой бровки. Вперед за руль. Еще назад можно. Короче, выезжается. У меня получилось? Перед экзаменом Ира очень даже спокойна. Главнее всего погода в доме. Кофе в постель для Коли как компенсация за разбитую мотю. Просыпайся. Доброе утро. Я уже кофе сделала. Ну вот и все. Подошли к концу 3 дня вашего обучения, которые доставили и вам, и нам массу, ну, если не сказать удовольствия, то как минимум интересных впечатлений. Но это еще не конец, потому что сейчас вам, барышни, предстоит сдать экзамен нашему инструктору, профессиональному автогонщику Валере. Хочу вам сказать, что в процессе вашего обучения у вас были приятные моменты и, мягко говоря, не очень. Но мы будем начинать. И, как говорят у нас в автоспорте, пусть победит сильнейший. И вот согласен с тобой, Валера, потому что именно сильнейший из вас принесет своей семье 65 тысяч рублей. Ира, Лена, кто будет первый?
Предлагаю решить это старинной женской забавой, дракой. Ну или скиньтесь на пальцах. Мы победили. Тогда поехали. Вперед! Когда Валерий сел в автомобиль, я как-то растерялась. Нет, да сначала заведи. Ну, теперь поехали. Давай, малышка, плавнее, пожалуйста. Мне пока непривычно. Потому что сидит рядом не муж? Да. Во-вторых, я, наверное, немного стесняюсь, Валера. Будем заезжать в парковку. Сначала передом, потом задом. Кажется, Лена решила добиваться победы не только благодаря умению водить. Я хотела сказать, что вы меня выводите немножечко из себя. Не фактом своего присутствия, а тем, что я нервничаю. Я же ничего не делаю. Я настолько сильно переживала, на самом деле. У меня прям трусились ручки, дергался глазик. Я думала, что я вот сейчас разревусь, но слезами делу не поможешь. Заезжаем в этот гараж, который ты видишь, передом. Ну что там происходит? Заводимся в очередной раз, все нормально. А, мы опять заглохли. Да. Это считаем за попытку. Давайте сделаем вид, что мы потренировались. И не будем считать это за попытку, пожалуйста. Ну хорошо, первая попытка продолжается. Слушай, ну это прекрасно, давай поаплодируем. Умничка, умничка. Спасибо учителю. Заезжаем точно так же, только задом. Ну что ты должна видеть в правом зеркале и в левом? Меня извините, но я пока включу режим снежинки. То есть ты думаешь, ты не будешь отвечать на мои вопросы, и тебе станет легче? Я, Валерий, тоже нажала кнопку «Выключить звук». У нас осталось последнее упражнение, последнее задание. Нам надо заехать на эстакаду, предварительно остановившись. У тебя руль ровно стоит? Я просто не очень хочу слететь с этой эстакады. Нет, секундочку, Лен. Лен. И едем в город. Валер, может, не надо в город? Я волнуюсь очень сильно. Это, наверное, очень сильно заметно. Я очень за вас переживаю. За меня не надо переживать. Хорошо, не буду. В этот момент мне не хватало внутреннего равновесия. Я понимала, что юрная поддержка сейчас мне не нужна. Мне нужно сейчас собраться самой. Прямо через перекресток. Проезжаешь перекресток и Туда? комментируешь, да. Куда ты едешь? Я еду прямо. Ты в бордюр едешь. Нет, чуть-чуть я левее. еду прямо. Все нормально. Вот так вас устроит? Так меня устроит. Хорошо. Тебе сигналят. Пусть маме своей посигналит. Ох ты, какая ты грубая. Дерзкая. О чем знак впереди говорит с О правой том, что стороны? стоянка запрещена. Или остановка? Ой, остановка, извините. Только что ты чуть-чуть не снесла зеркало нам. Ух, так никогда не делай. Как? Нельзя разворачиваться. Ты едешь вслепую. Вот в этом положении ты едешь вслепую. Хорошо. Я А буду там смотреть впереди потом в человек зеркало. вышел. Велосипедист выехал. Ох, вы мне этих велосипедистов будете Ты вспоминать. чуть не снесла велосипедиста. Велосипедист. Стой, стой. Вот хорошо было до того, как ты выкатилась на этот перекресток. А теперь я не знаю, ли хорошо. И стоп. Это было нечто. Валера, сильно строгий? Как я, малыш? Я скажу тебе честно, по сравнению со мной... Или с тобой? Нет, по сравнению с Валерой ты намного лучше. Валерий, не обижайтесь. Валер, не расстраивайся, ты все равно хороший. Да. Валерий, спасибо вам огромное. Да не за что. Теперь очередь Иры сдавать экзамен. Хочется верить, что машина проекта останется целой. Нельзя стоять на сцеплении. Да. Я подумала, блин, Коля, что ж ты мне такое рассказывал? Это неправильно. С чем наибольшие сложности у Иры? Она забывает выключать передачу. Тут машина глохнет. Так тоже нежелательно. Я уже поняла. Ну что, давай спорим, получится или не получится? С первого разу не получится. Вы на ручнике не сможете. Не, ну вы сможете поехать на ну ручнике, да, я но вы поняла. нам испортите. Я да. поняла. Может, Прокомментируйте мне этих два знака. Говорит то, что главная дорога, которая ведет налево. И мы уступаем... Ответ неверный. Нет, ну, у мы него уступаем, помеха это- справа. Если у вас получилось, что вы ответили неправильно, вы либо дослушиваете, либо не А я извиняюсь. дослушиваете. На перекрестке поворачиваем налево и паркуемся задом в гараж.
О, заглохло. Ах. Раз, два, три. Мне не нравится, как работает коробка передач. Я бы ее показала мастеру. Я не понимаю, для чего мне эта информация. Говорите о коробке, а вам надо говорить об экзамене. Хорошо. Можем поворачивать направо, ехать. Заезжаем. О, а тем временем Да. у нас начинается парковка в гараж. Давай. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, нет. Зацепило. Ну, Нет ничего. бочины и нет зеркала заднего вида. Развернемся, поедем еще раз между Я, как колесами. любая блондинка, могу тормозить. А, вы блондинка? Ну, я покрашена. А. О, это вы кому? Это я случайно сама себе. Отпустили полностью сцепление, она едет. Вы только что мне сказали, что на сцепление нельзя держать. Кто вас учил? Разворачиваемся, едем на эстакаду. Можно попросить 2 минуты? Да. Меня просто очень трусит. А чего вас трусит? Да, вот ты понимаешь, что ты не можешь, у тебя не получается. Оно еще, чем больше начинаешь стараться, тем больше почему-то не получалось. Тем больше я нервничала, тем больше понимала, что я не могу. Воу. Просто очень эмоционально сейчас. Сдавайте назад и выезжаем в город. От нас больше ничего не зависит. Да. А вот тот синий знак о чем говорит вам? Ну, о чем говорит? Сейчас. Ну-ну. Я слежу за дорогой. На знаки смотрите? О чем вам говорит эта стрелка? Вообще не отвлекают водителя. Водителя Нельзя что-то за отвлекать рулем? водителя за рулем. Чуть-чуть быстрее, вы очень медленно едете. 30 км в час, вот, это же скорость очень безопасная. Максимум, что на такой скорости, что может произойти, это инфаркт. Еще сейчас чуть-чуть, он у меня произойдет. Там мы уже заканчиваем. Стоп! Как поездка? Прикольно. Самая медленная наша поездка. Прикольно? Ну, машина целая и уже хорошо. Пойдем пообщаемся? Идем. Скоро вернемся. Экзамен пройден. Кто же победит? Ира, которой мешают деревья на дорогах, или Лена, у которой под колесами болтаются велосипедисты? Ну что, друзья, мы с Денисом готовы огласить победителя нашего шоу. Побеждает пара, которая много пережила за эти 3 дня, но с достоинством выдержала все испытания, а главное, показала себя как настоящая команда. 65 тысяч рублей получает Юра и Лена. Спасибо. Поздравляю. Это Леночка. Молодец. Очаровательно. Я вас поздравляю, вы молодцы, правда. Но Валерий, да, извини. экзамен есть экзамен. Все хорошо. Когда объявили о победителях, у меня пришла только одна мысль в голову. Это шоу. Быстрее всего мы проиграли, потому что я вчера разбила машину. Ну и, наверное, сегодня не справилась. Ребята, мы победили! Я считаю, что это все Юркина заслуга. А я считаю, что у меня был хороший, отличный ученик. И это твоя заслуга. Теперь мы поедем на морько. Ну да, потеплеет. Вы знаете, такой адреналин на самом деле. Мало того, что съемки этого шоу, поездки по автодрому, поездки по дорогам города, это все было настолько эмоционально, настолько стрессово. И сейчас, когда мы понимаем, что мы еще и выиграли, это просто на голову налезть не может. Вы смотрели шоу «Научи жену рулить». Шоу о самом сложном любовном треугольнике. Он, она И его автомобиль. Увидимся на телеканале Ю.